Следующая наша лекция посвящена классификации в Data Mining. Как мы уже знаем из предыдущей лекции, одна из первых врожденных способностей любого живого существа есть способность к узнаванию, способность к классификации. Несомненно, такая способность появилась в результате совершения огромного количества повторяющихся явлений, при которых произошло такое закрепление. Например, в физике можно задаться таким вопросом: что по сути означают физические законы? В результате наблюдений и последующего анализа огромного количества повторяющихся тех или иных физических явлений, люди были в состоянии резюмировать их в короткие по форме математические формулы, которые представляют собой информационную квинтэссенцию этих явлений. Точно так же происходит и с данными. Когда данных собрано очень много, их количество позволяет обнаружить неизвестные до сих пор скрытые закономерности, которые не были заметны, когда данных было мало. Но здесь нужно сделать одно замечание по поводу данных. Имеется в виду не только данные одного признака, а, как правило, данные нескольких признаков. То есть имеется в виду выборка со значительным количеством строк и большим количеством признаков. Причем, как правило, количество строк значительно превышает количество признаков. То есть огромное количество данных позволяет сделать качественный скачок и обнаружить новые закономерности. Так вот, Data Mining по сути заключается в нахождении повторяющихся элементов или сегментов, шаблонов в источнике данных. Большое количество повторений как раз и позволяет находить в данных закономерности. Назовем их эмпирическими закономерностями. Классификация является наиболее простой и одновременно наиболее часто решаемой задачей Data Mining. Поэтому необходимо четкое понимание сути этого понятия. Итак, классификация – это отнесение объектов к одному из заранее известных классов на основе значений признаков, характеризующих эти объекты. Классификация относится к стратегии обучения с учителем. Классификатор – это инструмент, применяемый в Data Mining, который использует верифицированные или классифицированные данные и на основе их анализа пытается предсказать, к какому классу стоит отнести новые данные. О том, что такое верификация, мы уже говорили во второй лекции. Заметим только, что при верификации появляется новый столбец в ТОС, столбец классов или категорий, и модифицированное или измененное таким образом ТОС превращается в обучающую выборку. Таким образом, с помощью процедур классификации выявляются признаки, характеризующие группу или класс, которой или которому принадлежит тот или иной объект. Это делается посредством анализа уже классифицированных объектов и формулирования некоторого набора правил. Вот на рисунке ниже показана условно верифицированная обучающая выборка. Очень красочно. В виде различных ягод. Без верифицированной обучающей выборки, в которой обязательным является наличие по крайней мере двух классов, построить правила классификации невозможно. Задачей классификации часто называют предсказание номера класса нового объекта на основе анализа обучающей выборки. Например, можно предсказать, кто из клиентов фирмы является потенциальным покупателем определенного товара, а кто нет, кто воспользуется услугой фирмы, а кто нет, и так далее. Этот тип задач относится к задачам бинарной классификации, так как в них зависимая переменная, это по сути и есть номер класса, может принимать только два значения, например, да или нет,
0 или единица. Задач бинарной классификации достаточно много. Другой вариант классификации возникает, если зависимая переменная может принимать значение из некоторого множества заранее определенных или, как говорят, предопределенных классов. Например, когда необходимо предсказать, какую марку автомобиля захочет купить клиент. В этих случаях рассматривается множество классов для зависимой переменной. То есть не два класса, как было ранее для бинарной классификации, а много классов. Итак, мы уже выяснили ранее, что классификация – это отнесение объектов к одному из заранее известных классов на основе значений признаков, характеризующих эти объекты. Поскольку, как правило, признаков для описания объектов бывает много, то чаще всего классификация бывает многомерной, по двум и более признакам. При этом нужно различать несколько этапов классификации. Первый этап – это этап обучения, который требует описания множества заранее определенных классов и при котором отыскивается правило классификации, которое может быть представлено в самом различном виде – в виде деревьев, решений, уравнений, логических функций или решающих правил и так далее. Этот этап иногда называют еще этапом конструирования решающего правила. Второй этап – это этап тестирования, на котором проверяется эффективность и надежность найденного на этапе обучения правил. И третий этап – этап эксплуатации, при котором найденные и проверенные и допущенные правила используются для решения практических задач. Вот на рисунке внизу вот все эти три этапа очень красочно представлены. Пример классификации. Рассмотрим задачу классификации на простом примере. Допустим, имеется база данных о клиентах туристического агентства с информацией о возрасте, статусе и доходе за месяц. Это и есть признаки обучающей выборки. Эта таблица приведена ниже. Есть рекламный материал двух видов, касающийся более дорогого и комфортного отдыха и более дешевого молодежного отдыха. Соответственно, определены два класса клиентов – класс 1 и класс 2. Эти классы также представлены на обучающей выборке в последнем столбце с номерами 1 или 2. И все это представлено на слайде номер 6. Задача классификации в этом примере заключается в том, чтобы определить, к какому классу принадлежит новый клиент и какой из двух видов рекламных материалов ему стоит отсылать. Для наглядности представим нашу базу данных в двухмерном измерении – возраст и доход, в виде множества объектов, принадлежащих классам 1 и 2. Это представлено на рисунке на слайде номер 7. Более темные точки – это первый класс, зеленоватые точки – это второй класс. И оранжевая точка – это объект или клиент неопределенного класса. И мы должны определить его, к какому классу он принадлежит. То есть решение нашей задачи будет состоять в том, чтобы определить, к какому классу относится новый клиент, обозначенный на рисунке оранжевой меткой. Цель процесса классификации состоит в том, чтобы построить модель, которая использует прогнозирующие признаки или атрибуты в качестве входных параметров и получает значение зависимого признака или атрибута. Таким образом, процесс классификации заключается в разбиении множества объектов на классы по определенному критерию. Классификатором называется некая функция или сущность или инструмент, определяющая, к какому из предопределенных классов принадлежит объект по заданному вектору признаков. Для проведения классификации с помощью математических методов
необходимо иметь формальное описание объекта, которое можно оперировать, используя математический аппарат классификации. Таким описанием в нашем случае выступает база данных о клиентах туристического агентства. На слайде номер 9 представлен рисунок, показывающий процесс конструирования моделей классификации. Обучающее множество, то есть обучающая выборка, поступает на вход классификационного алгоритма, а на его выходе получаем классификатор. Одно из правил этого классификатора приведено на рисунке. Если доход более 20 условных единиц и семейное положение соответствует женат, то ситуация или объект относится к классу 1, то есть к классу более дорогого и комфортного отдыха. Эта модель проверяется на независимой тестовой выборке, и если она показывает удовлетворительные результаты по точности предсказания, то такая модель принимается и используется далее на практике. Использование модели заключается в классификации новых объектов, поступающих на вход классификатора. Для нашего примера объект, который поступает на вход классификатора, это тройка значений, соответствующих признакам возраст, статус, доход. На выходе получаем номер или метку класса соответствующего вида отдыха. Вот на рисунке внизу как раз это все показано. База данных в виде таблицы, это есть обучающее множество, поступает на вход классификационного алгоритма, он вырабатывает правила, и новые данные, уже пользуясь этим правилом, получают метку, к какому классу они относятся. Какие же методы применяются для решения задач классификации? Используются различные методы. Основные из них следующие. Это классификация с помощью деревьев решений. Это байесовская классификация. Классификация при помощи нейронных сетей. Классификация методом опорных векторов. Классификация с помощью использования статистических методов. Классификация с помощью метода ближайшего соседа. Классификация с помощью генетических алгоритмов и так далее. Ниже на рисунках условно показаны границы, по которым разделяются классы и которым соответствуют указанные в подписи к рисункам методы классификации. То есть мы получаем на этих рисунках уже разделенные классы, но разделенные по-разному. Либо с помощью вот прямой линии, это метод линейной регрессии, либо с помощью квадратов, выделения прямоугольников точнее, это метод деревьев решения, либо с помощью вот таких сложных фигур, это метод нейронных сетей.